Разбираем рейку. Оба пыльника порваны. Попадание воды, грязи. Вот. Сальники текут, стучит, гремит. Начинаем разбирать, откручиваем тяги, поджим, распределитель и втулку. Откручиваем опорную гайку распределителя. Вот. И на самом распределителе, на валу, еще одна гайка. Держим здесь газовым ключом. Здесь откручиваем гаечку на 17. И выбиваем. По торцу бьем с бородочком. Выбиваем распределитель. Добыли вал, вот он в плачевном состоянии. Раковина. Будем шлифовать. Зубья на штоке изношены. В принципе, еще походит. Подпятник. Вал менять не будем. Поджимная пятка изношена. Под замену. Сам червяк распределителя более-менее оставим, еще походит. Тефлоновые колечки будем менять. Сальники все под замену. Подшипник, сальники под замену. Вот основная упорная втулочка. Уже с люфтом. Будем точить новую из очень прочного материала. Сначала будем восстанавливать поверхность, где поджим, где зубья. Видите, ступенечка небольшая. Придется поджим ставить другого диаметра. Волна 24, сейчас мы немножечко уменьшим. Вот вал после восстановления, полировки. Идеальное состояние, идеальная поверхность. Тефлоновое кольцо на поршне тоже будем менять. Вытачивать из сверхпрочного материала. Вот поджим. Идеально. Сейчас будем заниматься втулкой. Упорной втулкой. Вот с этой стороны стоит сальник. Сейчас достали сальник. Будем растачивать вот этот вот диаметр. И под втулочку. Такая вот получилась втулочка. Стенка 2 мм. И здесь ступенечка, чтобы никуда не вылезла. Подожмется сальником. Вот наша рейка готовая, в сборе. Корпус я взял от другой рейки. У нас лежала пескоструйная уже. Пескоструйная. Чистенькая. Сам редуктор, распределитель оставили старый. Вот, советую всем ставить хомуты вот такие вот. То есть обычно на закрутках они не пойдут, они рвут пыльник, а этот хомут затянули, и теперь вода, ничего туда не попадет. Здесь тоже на зажимах, не вздумайте никакие другие хомуты сюда ставить. Вот хомуты можете приобрести у нас и материал на втулку. Звоните.